Уважаемые дамы и господа, Ladies and gentlemen, только что завершились весьма содержательные переговоры с премьер-министром Великобритании господином Дэвидом Кэмероном. we have just concluded very substantive talks with UK's Prime Minister David Cameron. И в узком и в широком составе мы говорили о перспективах развития двусторонних связей. In the extended and the restricted formats, we spoke a lot about the prospects of our bilaterals development. Особое внимание уделили актуальным международным проблемам. Paying special attention to vital and urgent international problems. Договорились координировать наши подходы в рамках группы 20 и группы 8, где Россия и Великобритания в настоящее время председательствуют. We agreed to coordinate our approaches in the framework of G20 and G8, where Russia and the United Kingdom this year are presiding respectively. И к тому же в 2014 году Россия примет от Великобритании эстафету председательства в Большой Восьмерке. And I'll mention one more fact. UK will pass the relay of G8 presidency to Russia in 2014. Между нами развивается торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. Trade and economy as well as investment cooperation between our two countries is on the rise. В 2012 году торговый оборот между двумя странами увеличился на 10%. Last year, the mutual trade increased by 10%. А в январе-феврале 2013 года он вырос еще почти на 30%. And in January to February 2013, it increased by another 30%. Увеличивается и объем британских инвестиций в российскую экономику. The volume of British investment in the Russian economy is also increasing. Сегодня он достиг почти 27 миллиардов долларов. Now it has reached $26.7 billion. Одна из наиболее перспективных сфер взаимодействия – это энергетика. Energy is one of the most promising spheres of our interaction. Мы договорились о том, что создадим специальную группу, которая займется перспективными проектами. We have agreed to establish a special group to deal with promising projects. Как вы знаете, одна из ведущих компаний Великобритании, British Petroleum, стала почти 20% акционером крупнейшей нашей нефтегазовой компании «Роснефть». As you know, a British company, British Petroleum, has acquired an almost 20% stake in Russian major oil company Rosneft. В 2014 году впервые в истории двусторонних отношений планируются перекрестные годы культуры. For the first time in the history of our relations, 2014 will see the hosting of cross-cultural years. И в Москве и в Лондоне состоятся художественные выставки, неделя русского языка и образования Великобритании, форум ректоров вузов, фестиваль театров. Moscow and London will see exhibitions of art, a week of Russian language and education, the forum of university rectors, and a theatrical festival. Отмечаем наше сотрудничество и по олимпийскому направлению. We would also like to note our cooperation in the preparation of the Olympic Games. Нам очень полезен британский опыт в этом отношении. We benefit from the British expertise in this respect. Более 60 британских компаний участвуют в подготовке Сочинской Олимпиады. More than 60 British companies are involved in the preparation for the Sochi 2014 Games. Работают очень успешно. Мы благодарны нашим британским партнерам. They are quite successful and we are grateful to our British partners. Мы, разумеется, очень подробно остановились на международной проблематике и прежде всего на сирийской. Definitely we dwelt on international affairs and specifically and first and foremost on Syria. У нас есть общая заинтересованность в скорейшем прекращении насилия и запуске процесса мирного урегулирования, сохранения Сирии как территориально целостного суверенного государства. We have common interest in putting an immediate end to violence in that country and launching the peace settlement, preserving Syria as an integral and sovereign state. По инициативе премьер-министра Великобритании мы говорили о возможных вариантах развития, позитивного развития этого процесса и о ряде возможных совместных шагов. And upon the initiative of the British Prime Minister, we discussed a number of possible steps and options to resolve the crisis. В заключение хочу еще раз поблагодарить наших британских коллег и господина Кэмерона за предметный и очень откровенный разговор. By way of conclusion, let me once again thank our British colleagues and you personally, Mr. Prime Minister, for the substantive and frank conversation. Спасибо. I thank you. Well, thank you very much, Mr. President, and thank you for the warm welcome that you've given me and my team here today.
Спасибо большое, господин президент, за встречу и за теплый прием, который вы предоставили мне и моей команде здесь сегодня. I'm very pleased to be here with you in Sochi, and we have had, as you said, very substantive, very purposeful, very useful talks today. Я очень рад находиться здесь с вами сегодня в Сочи, и, как вы говорили, у нас были очень полезные и плодотворные переговоры сегодня. We last met at the London Olympics, and it's fitting that we're here in the next host city, and I'm looking forward to seeing the Olympic sites with you this afternoon. Мы последний раз встретились во время лондонских Олимпийских игр, и подходяще, что мы сегодня встречаемся в следующем Олимпийском городе. Я жду с нетерпением посещения Олимпийской парка и объекты своими глазами. Britain and Russia share many interests: security at home and abroad, leadership in the G8, the G20 and the United Nations, and also building our businesses and our investment links so that we both thrive in the global race. Великобритания и Россия разделяют очень большое количество интересов: безопасность на родине и за границей, лидерство в Большой Восьмерке, Большой Двадцатке и в Соединенных Нациях. Больше всего мы развиваем и строим наши деловые и инвестиционные связи для взаимного благополучия в глобальном мире. Of course, it's no secret that there are issues where we differ. We don't duck these. We've had very frank discussions, as we have today. But a more effective relationship will help make people in both our countries safer and better off. And that is what we've been focusing on today. Естественно, это не секрет, что у нас есть вопросы, где есть разногласия мнения. Мы не избежаем от этих вопросов. Тем не менее, мы вели откровенные дискуссии об этих темах и сегодня. Но более эффективное взаимоотношение будет способствовать народ обеих наших стран лучше и благотворно развиваться. И мы на этом сосредоточили наше внимание сегодня. On the Winter Olympics, on my last visit to Russia, I brought a plane of British business leaders keen to seize the opportunities posed by these games. And they have, as you've said, done just that, with over 50 companies involved, from Populous, who helped design the main stadium, to Agreco, who will be providing some of the power. Когда я последний раз посетил Россию, я летел со самолетом ведущих британских бизнесменов, которые были сильно заинтересованы захватить деловые возможности, которые представляют сочинские игры. Они это сделали. Больше 50 британских компаний участвуют в играх, от Populous, которые занимались проектированием главного стадиона, до Agreco, который сейчас обеспечивает электроэнергией для игр. We've also discussed how we both want the Sochi Games to be a safe and secure Games. So today I've agreed with President Putin that there should be limited cooperation between our security services for the Sochi Olympics. Мы сегодня говорили о том, как мы стремимся к безопасным и сохранным Олимпийским играм. Поэтому сегодня я с президентом Путиным согласился, что мы будем открыть ограниченные способы сотрудничества между нашими службами внешней разведки во время проведения Сочинских Олимпийских игр. We discussed the G8 and the G20, and I was pleased to get President Putin's support for using the Lockern Summit to grasp the key challenges of making the world economy work for everyone, supporting global trade, tackling aggressive tax avoidance and tax evasion, and encouraging greater transparency. We've also agreed to use the G8 and G20 to build momentum for a WTO deal to cut bureaucracy at borders. This could add up to $70 billion a year to global GDP. Мы также обсуждали саммиты Большой Восьмерки, Большой Двадцатки, и я был очень доволен услышать поддержку президента Путина для возможности использоваться этой саммитой для обсуждения ключевых вызовов в развитии мировой экономики в интересах всех стран, борьба с незаконным уклонением от уплаты налогов, усиление прозрачности и развитие налогообложения. Мы также пришли к согласию использовать Большой Восьмерки и Большой Двадцатки, чтобы ускорять соглашение ВТО.
чтобы уменьшить бюрократию на границах. Это привело бы к развитию глобальной ВВП в стоимости 70 миллиардов долларов в год. Finally, we discussed the appalling and deteriorating situation in Syria. 80,000 lives lost, millions more fleeing their homes. The history of Syria is being written in the blood of her people. Наконец-то мы обсуждали жестокую и ухудшающую ситуацию в Сирии. 80 тысяч погибших и миллионы сейчас беженцы покидают свои дома. История Сирии сейчас пишется в крови своего народа. It's no secret that we have had differing views on how best to handle this situation, but we share fundamental aims to end the conflict, to stop Syria fragmenting, to let the Syrian people choose who governs them, and to prevent the growth of violent extremism. Это не секрет, что наши взгляды по этой теме отличаются, но мы разделяем единую фундаментальную цель достичь конец конфликта, предотвратить фрагментации самой страной Сирии, дать возможность сирийскому народу выбирать своего правительства и предотвратить рост насильного экстремизма. So I strongly support the conference that Mr. Lavrov and Mr. Kerry agreed this week to deliver a political solution, a solution which has a transitional government based on the consent of the Syrian people as a whole. Поэтому я полностью поддерживаю конференции, в которой участвовали господин Лавров и господин Керри на этой неделе, для обеспечения политического решения с созданием переходного правительства, основанного на согласии сирийского народа в целом. The President and I have agreed that as permanent members of the UN, we must help to drive this process, working with partners in the region and beyond, not just bringing the regime and opposition together at one negotiating table, but Britain, Russia, America and other countries helping shape a transitional government that all Syrians can trust to protect them. Поэтому сегодня я с президентом согласилась, что мы, как постоянный член Государства Соединенных Наций, обязаны руководить этот процесс вместе с нашими партнерами и в регионе, и дальше. Не только пригласить режим и оппозиционные политики вместе за один стол, за переговоры, но и Британия, и Россия, и США, и все остальные страны обязаны оказывать содействие в создании и в развитии переходного правительства, которое весь сирийский народ может полностью доверять для защиты своих интересов. We urgently have to do more for the sake of people in Syria to break the vicious cycle that threatens to destroy Syria and that threatens to export violence and extremism around the world. As the President said, these have been good talks, purposeful talks. I believe we've made some real progress, and thank you again for the welcome you've given me today. Президент Путин и я намерены, что мы обязаны срочно реагировать на ситуацию ради народа в Сирии и остановить жестокий цикл, который угрожает существованию самой Сирии и может привести к экспорту насилия и экстремизма по всему миру. Я полностью согласен с тем, что у нас были на самом деле хорошие плодотворные переговоры, и я благодарю президента Путина за эту возможность.